Друзья, всем привет! Сегодня я продолжаю серию видео с ответами на ваши популярные вопросы в моем инстаграм. И сегодня мы разберем переезд с животными, как это осуществить и какие документы нам понадобятся. Для тех, кто, возможно, не в курсе, скажу, что мы переезжали в Польшу с котом. И до того, как сюда переехать, тоже ничего не знали. Нам казалось, что это все вообще так сложно, почти нереально собрать эти все документы, сделать эти все прививки, заказать какие-то справки, которые делаются только в определенное время, ни раньше, ни позже. Но мы через это успешно прошли, и теперь я готова поделиться этой информацией с вами. Но прежде чем мы начнем, у меня есть к вам серьезный разговор. Я недавно посмотрела статистику на моем YouTube, и оказалось, что 90% из вас, тех, кто смотрят мои видео, не подписаны на мой канал. Ребята, это разбивает мне сердечко. Поэтому, если вы смотрите мои видео, но по какой-то причине все еще не подписаны на мой канал, самое время подписаться, чтобы не потерять мои полезные видео на просторах интернета. А мы плавно переходим к теме переезда с животными. И первое, что вам потребуется для того, чтобы перевести своего любимца в другую страну, это международный ветеринарный паспорт. У нас до переезда его не было, мы даже об этом не задумывались, и мы его сделали за несколько месяцев и выдали нам его в государственной ветклинике. Там же в государственной ветклинике нам делали все прививки необходимые, про которые я вам сейчас расскажу, и вживляли чип. Чип – это обязательное условие для перевозки животного в большинство стран. Процедура абсолютно безболезненная. Нам поставили чип где-то в районе лопаток. Он очень маленький и никак не прощупывается. Животное тоже спокойно себя с ним ведет. Ничего как бы в его жизни с этим чипом не поменялось. Кстати, перед тем, как вести животное в какую-то страну, вам обязательно нужно ознакомиться с законодательством этой страны, потому что правила перевозки животных в разных странах различаются. Я сейчас рассказываю про наш опыт. Мы переезжали в Польшу. Но я думаю, что правила большинства стран Европы похожи, поэтому мое видео пригодится не только для переезда в Польшу, но и в другие страны ЕС. Следующий шаг, который необходимо пройти, это поставить своему любимцу прививку от бешенства. И обязательно нужно проконтролировать тот факт, что прививка от бешенства должна ставиться не раньше, чем животному вживят чип, потому что якобы прививка теряет свое действие. Нам поставили прививку от бешенства на следующий день, после того, как вживили чип. И действительно такая прививка 1 год. Дальше вместе с прививкой от бешенства нам поставили еще одну прививку, я себе записала, как она называется, прививка от панлейкопении. В общем, ее нам поставили в тот же день, что и прививку от бешенства. Все эти мероприятия мы начинаем проводить немножко заранее. Мы делали за несколько месяцев до переезда, месяца, наверное, за 4 или 3. И все отметочки о всех прививках вам должны поставить в паспорте. После того, как мы поставили эти все прививки и вживили чип, можно немножко передохнуть. Все остальные мероприятия начнутся за 5 дней до планируемого отъезда, и важно учесть этот срок, не сделать этого раньше. За 5 дней до переезда мы обрабатываем животное от паразитов, проводим дегельминтизацию, и там же, где мы проводили обработку, за 5 дней до переезда в государственной клинике нам выдали ветеринарное свидетельство, в котором были перечислены, опять же, все мероприятия, как и в ветпаспорте, и зафиксирован маршрут нашего следования. То есть это предполагает, что вы уже должны обязательно знать, по какому маршруту вы поедете, у вас уже должны быть приобретены все билеты, вы должны знать все свои пересадки, все свои пункты. Это очень важно, потому что все это фиксируется в этом свидетельстве.
В этот же день, сразу после государственной клиники, мы поехали с котом в Россельхознадзор для того, чтобы получить сертификат здоровья по форме 5. Этот сертификат делается тоже не раньше, чем через 5 дней. Собственно, поэтому мы поехали сразу после ветеринарки туда. Сертификат делался где-то около часа или двух, и нам выдали его на 3 языках: русском, английском и польском. Языки сертификата, наверное, зависят от той страны, в которую вы направляетесь. В принципе, по прививкам и по мероприятиям, в которых задействовано ваше животное, наверное, все. Но есть еще очень важный пункт, которому тоже нужно уделить внимание, это покупка билетов. Ведь у всех перевозчиков правила перевозки животных отличаются, у всех они разные, поэтому в зависимости от того, кем вы поедете, какой авиакомпанией полетите, нужно все требования читать на сайте. Также, если у вас разные перевозчики с пересадками, к примеру, вы сначала летите Аэрофлотом, потом пересаживаетесь на рейс Алиталии, вам нужно узнать требования обоих перевозчиков. Мы летели Аэрофлотом, и у нас был очень сложный маршрут с несколькими пересадками. Мы летели Пермь, Москва, Москва-Калининград и Калининград-Гданьск. Пермь, Москва, Москва-Калининград у нас был Аэрофлот, то есть один перевозчик, а Калининград, Гданьск у нас должен был быть автобус, но его не было, и я расскажу позже почему. Так вот, при покупке билетов на себя вам нужно обязательно связаться с перевозчиком и узнать о возможности полететь с животным, потому что вас могут с животным и не пустить на рейс, к примеру, если кто-то до вас уже зарегистрировался с животным. Да, и еще такой момент, что животные не перевозятся бесплатно, естественно, на него тоже покупаются билеты. В Аэрофлоте на перевозку кота в салоне самолета билет стоит сейчас, я посмотрела вчера актуальные данные, 3750 рублей. Для того, чтобы кота опустили в салон самолета, нужно тоже удовлетворять нескольким требованиям. Это, во-первых, кот должен перевозиться в специальной переноске и весить вместе с ней не более 8 килограмм, и иначе придется сдать животное в багажный отсек, что как бы нежелательно, конечно. По параметрам эта перевозка не должна превышать размеров 44 на 30 на 26 сантиметров. И в сумме 3 измерений не быть больше 126 сантиметров. Животное должно иметь возможность вставать в этой перевозке в полный рост, лежать свободно и поворачиваться на 360 градусов. В самолете из этой перевозки животное доставать нельзя. Следующий пункт нашего переезда это был Калининград-Гданьск, и мы должны были ехать на автобусе, но у нас случилась такая ситуация, что автобус нас с котом не пустили. Они пустили по той причине, что у них якобы такие правила, и у пассажиров может быть аллергия. Это правило показалось мне достаточно странным, потому что в самолетах почему-то у пассажиров аллергии нет, а в автобусе есть. В общем, в автобус нас с котом не посадили, и нам пришлось ехать на такси. На границе Россия-Польша ничего сложного не было, там просто проверили все документы на кота, про которые я вам ранее рассказывала, посмотрели паспорт, посмотрели сертификат здоровья. Кота даже, по-моему, из переноски не доставали, насколько я помню. Сам переезд прошел без накладочек, кот очень быстро адаптировался и спокойно вел себя в дороге, но перед тем, как переезжать, я, конечно, сильно переживала, поэтому за несколько дней до переезда начала давать ему успокоительные, они называются Кот Баюн. Надеюсь, вам наш опыт переезда с котом будет полезен. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, ставьте лайки этому видео, и всем пока!